Время было на самом деле чудесное. О, бразильский. О, сейчас допью и сделаю. Хитрая цаца, хочешь ебаться. Ну ладно, Да. давай. Спасибо, что пришел. Спасибо за подкаст. Давай. Друзья, всем привет. Это Аркадия подкаст. С вами Никита из группы Funks, Стефан Пай, Amphibians Records. И в гостях сегодня у нас Артем Чарн. Привет, ребят. Привет. Приятно тебя видеть. Приятно тоже, взаимно. Давно не видели, да? Давай без этого кринжа, бро. Так, вопрос, а у всех музыкантов имя Артем? У нас уже два было. Да. Ну, как минимум одного еще я точно знаю. Артем Мерлоу? Есть такой. Это уже другие высоты. Короче, нам же вообще не обязательно кого-то себе строить, можно просто базарить. Ну, типа, реально, просто на камеру. Наверное, начнем с того, что мы-то как бы более-менее знаем, но расскажи зрителям о вообще своем творческом пути, как ты... И мне. И Стефану. Да, Стефан не знает. Ну, как ты вообще начинал и, ну, почему ты решил заниматься именно такой музыкой? Причем ты же начинал очень давно, ты был одним из, как бы, пионеров этого жанра, вейв. И, ну, как вообще так вышло, что тебе пришла идея это писать? Ну, пионер, на самом деле, мне кажется, громко сказано достаточно. Потому что в то время, когда я начинал это все, в целом, по-моему, слово «вейв» вообще не использовалось тогда еще. Начиналось все скорее с какой-то атмосферы, связанной с вичхаусом, в первую очередь. И, наверное, первые демки я сделал где-то в 2013 году, но тогда я их еще не выпускал никак. То есть это были какие-то пробы пера, которые в стол уходили. А уже где-то к 2014 году, по-моему, в конце 2014 года я выпустил первую эпишку. Тогда уже как-то появилось желание это все выпустить и показать людям. Mm. Но каких-то больших планов, на самом деле, на этот проект особо я не испытывал тогда. В целом, я бы не сказал даже, что именно вичхаус сильно повлиял. В то время я слушал очень много Команди. Есть такой австралийский музыкант, очень крутой. Вот. В первую очередь, наверное, его звук меня тогда вдохновил на это. Ну и какие-то, возможно, если говорить про вичхаус, Black Sealant я тогда слушал еще тоже. Mm-hmm. Вот оттуда это пошло примерно. А до этого я занимался вообще совсем другой музыкой. Вот, кстати, про это, наверное, тоже надо бы рассказать, про твой предыдущий проект, Да, Chiptune, Reboot Me. Chiptune проект я начал делать где-то, наверное, году в 2012. Кто не знает, Chiptune — это, в общем, музыка с использованием старых игровых консолей, которые делается. Вот у меня, конечно, консолей не было никаких, я на компьютере это все изображал как мог. В целом, по-моему, в FL-ку я засел где-то году в 2010. Пытался писать какой-то драм-н-бейс, EDM на тот момент, но получалось не очень хорошо. В этом плане прикольно, конечно, что сейчас молодые ребята сразу, когда начинают это делать, уже есть куча видеоуроков, еще каких-то прикольных штук. Сразу на YouTube заходишь, можешь уже понять примерно, как это все готовится. В то время, вот я не знаю, наверное, ты тоже смотрел тогда, от Энди Вакса какой-то курс был. То есть ты заходил на торренты, качал, искал вот эти видеоуроки все. Знакомый. Да, и еще, по-моему, Рустуц или что-то такое. Да. Блин, я помню этого чувака. Мне так не нравился, короче, вообще. Да, подача мне тоже не особо нравилась, но вот на тот момент много там полезных фишек было. Он говорил, как внук Дроздова, Да, короче, Николай. Реально. Но, кстати, респект этому типу, он реально много чего полезного рассказывал, прям я смотрел видосы. И поначалу я пытался, по-моему, драм-н-бейс даже какой-то делать, засылал на какие-то лейблы, но качество хромало на тот момент, конечно, сильно. И поэтому успехом вот эти попытки куда-то что-то заслать и выпустить вообще не увенчались. В то же время тогда как-то среди тусовки друзей узнал вот про такой жанр, как 8-бит. А это такой жанр, как бы он специфический достаточно, и, наверное, чем он схож с вичхаусом тем же, людям-новичкам кажется, что его достаточно просто сделать. То так и есть. Да. Ну, на базовом каком-то уровне действительно ничего сложного нету, какие-то простые формы волн, никакого сложного синтеза, да.
Я не говорю, конечно, сейчас про музыкантов, которые серьезно этим занимаются, но вот если новичок берет и пытается войти в такой жанр, то ему кажется поначалу, что все достаточно просто. Ну, и я, наверное, вот из-за этого в том числе решил этим заняться. На одном был такой паблик, по-моему, eMusic 8-bit или что-то такое. Сейчас, подожди. Владимир Конторин. Да, вот там 8-бит, был 8-bit FM у него было, да. И лейбл 8081. То ли 8-бит папка, что-то такое. Что-то такое, вот. Ладно, короче. И через него я там выпустил первые треки. Кладовая 8-бит. Точно, да. eMusic это уже позже появилось. Да. Через него я выпустил первые треки тогда. А потом другие ребята-музыканты тоже как-то услышали, связались со мной. Начали организовывать какие-то первые небольшие вечеринки. Притом, надо сказать, вот этой музыки уже была вторая волна на тот момент. Первая волна в конце нулевых прошла. Вот. А мы уже как бы по второму кругу тогда это все запускали. Потом уже нашлись люди, которые стали из этого делать концерты в разных городах России. При этом надо понимать, что это были такие очень тусы для ограниченного числа людей, то есть это не какая-то музыка, которая широкой популярностью пользовалась. То есть даже там с Вичхаусом тем же вообще не сравнить никак. Но была своя такая тусовка, где все друг друга знали, на все события ходили, было очень прикольно, интересно, весело. Но вот где-то году к 13-14 мне это уже поднадоедать стало. Плюс я попутно все равно продолжал какие-то EDM-треки делать для себя, там в трэп-звучании пробовал. Ну, все это в стол писалось. И как раз это совпало с волной популярности Вичхауса, и вот захотелось в тот момент сделать что-то вот с такой атмосферой, но попытаться звук получше нарулить. Ну, вот так как-то это все родилось к 2014 году. Тём, а скажи, вот ты говоришь, что для новичков 8-битная музыка кажется простой, а какие в ней есть, реально сложности? Потому что, по моим ощущениям, и то, что я пробовал, просто качаю пак 8-битных звуков, и то же самое, как будто пишу обычный там бит, и что-то просто поставляю, типа, 8-битные сэмплы. Ну, отчасти да, просто люди, которые вот этим прям серьезно занимаются, особенно те, которые занимаются именно чиптюном, они же вообще, они покупают себе геймбой, на геймбой скачивают специальную программу Tracker. Я тебе, кстати, показывал, у меня есть. Там дома есть. в чиптюне именно, если ты это не на компьютере пишешь, там обычно у тебя ограничение, что есть там только 4 канала, например. И там тебе на одном канале приходится совмещать, делать и ударные инструменты, и бас. При этом синтез там тоже достаточно необычно интересный. А ты можешь на консоли написать? Я мог? Я пробовал для себя, ничего особо не выпускал. По-моему, кавер на руки вверх один как-то раз сделал, закинул на страничку просто. Несколько треков вот прям на геймбое вот это написал. Прикольная тема. Тут как бы прикол-то именно в том, что у тебя вот эта ограниченная хрень, и ты из нее максимум выжимаешь. И поэтому как бы челы, которые запариваются сильно, как там, не знаю, Аят какой-нибудь или... кого там Егор обожает? Трейфрей, по-моему. Трейфрей, да, типа они прям вообще жесть делают. Они же еще берут не один геймбой, они берут 2. Ага. А бывает, по-моему, кто-то и на 3, и на 4 делал треки. 4 есть связка. Типа, блин, но мне это напоминает вот эти там Nokia, где на каждая цифра какой-то звук, и люди писали мелодии на них. Я и на такой или на домофоне. А ты не писал? Я писал. Типа я там столько мелодий написал на этом телефоне. Я помню, была классная штука на Sony Ericsson старых еще. Там был такой... Как это сказать, там мелодии свои нельзя было писать, там были какие-то паттерны заготовлены, но ты из них мог собирать треки. И там в целом достаточно прикольный драм-н-бейс выходил. Блин, это же как как пленка говорил, как программа называлась? Где просто из лупов собираешь на компе, короче. Да, типа того. Джей или что-то я забыл. Я понял про что-то. На Sony Ericsson подобная фигня была. Блин, у меня не был Sony Ericsson, у меня был Siemens. У меня Alcatel. Самый первый. Раскладушечка. Че, в каком классе вам купили телефон родители? Мне во 2. Мне, по-моему, в 5. Мне в 4. Нет, у меня, наверное, где-то в классе в 3 мне отдали старый, еще там Nokia черно-белую, просто чтобы можно было дозвониться до меня в случае чего. А в классе в 5 был Siemens, по-моему, C65 вроде бы. Это который синий такой. У всех был с сигпортом еще. Да. Блин.
Не, я помню, когда мне мать, типа, купила телефон, там просто знакомый бэушный. Я, не знаю, месяца 2 был самый крутой чел в классе, реально. Ни у кого не было тогда телефонов. Это был 2002 год. 2002. И у меня была змейка, нахуй. Я эту змейку, блядь, не знаю, вот тебе можно поиграть, а ты мне не очень нравишься, тебе я не позволю это сделать. Типа, блядь. А потом у Тани Малиновой появился цветной телефон. И я стал нахуй никому не нужен. Ты понимаешь, что ты сейчас Таню Малинову прославил, возможно, так, как никогда вообще? Да похуй, никто не знает все равно. Сколько этих Тань Малиновых. Или салатовых, я хуй знаю. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Так, а дальше как ты развивался в вейв-музыке? Что у тебя послужило триггером роста? Вообще, время было на самом деле чудесное. Вот этот 14-15 год. Убийцы Кристал, там были Кристал Кастлс. Ну, да, но ты немножко в другую степь, да. Crystal Castles вообще с 2008-го. Ну, они все равно хайпили. Они хайпили жестко в 2010-м. Ну вот тогда типа убийцы. Группа. Чего? Нет, вообще. Они вот как раз... Нет. 15-й. Ну, 14-15, да. Crystal Castles раньше были, конечно же. Ну, и неважно. Неважно. Ну ладно. На тот момент, когда я это все выпустил, по-моему, что я там, на Bandcamp закинул сначала, на SoundCloud выложил. И тогда SoundCloud был, конечно, вообще классной площадкой в том плане, что там были группы, в которые ты мог просто закидывать музыку свою. То есть тематические сообщества, там, подписываешься на них. Вот у тебя лента всех людей, которые туда свою музыку выкладывают, она идет, слушаешь треки, что нравится, лайкаешь. И вот просто за счет того, что я закидывал в группы какие-то тематические, постепенно про меня стали люди узнавать, ну, больше подписчиков набиралось и так далее. То есть я не знаю, как это сказать, ну, прям естественный такой рост произошел какой-то. Вот. Попутно в ВК тоже несколько пабликов подхватило, репостнуло релизы. Тоже достаточно сильно помогло. И, наверное, самое главное было, тогда появились каналы на Ютубе Fingers on My Hand и Accidental Poet. Вот они в целом очень сильно повлияли на становление вейв-музыки. Потому что на тот момент, по-моему, вейвом-то это даже никто особо не называл. Меня даже в целом удивляло. Я кому-то рассказывал, помню, спрашивали, какую музыку ты играешь? Я говорю, вейв. Люди такие, ну, в смысле вейв? Какой вейв? New Wave, там, Dream Wave, там еще какой-то. Просто вейв. А сам такой думаю, ну что за бред? Да, Какой нафиг вейв? Мне кажется, переведу. Мне тоже не нравится. Это как бы... Не, понятно, что сейчас называют, но типа, блин, можно было бы придумать какое-то название более как бы конкретное. По-моему, это вообще само название, по сути. Я не знаю, кто его первый вел, но я помню, что вот были ребята, кто туда входил. No of Dream там точно был, по-моему, ну, другие еще ребята с этих каналов, которые выпускали музыку там. Царство небесное. Да. У них было объединение Wave Mob называлось. Вот я не знаю, возможно, оттуда это пошло. Блин. То есть кто там был? Климекс там был, по-моему, этот чел, который был у Бонеса в тусовке Битмарь. HNRK, по-моему, как-то так у него. Не знаю вообще такого. О, я знаю, кстати. Да, у Бонса в 2014 году, либо в 2015 был альбом «Банши», и там в каком-то треке типа «Wave» постоянно повторялось. И там такие вейвовые биты так были. Мне кажется, на тот момент музыка это в целом во многом из вот этих битов, клауд-рэпа и чего-то похожего тоже выросло. Оно сильно повлияло. Я помню, ты же когда только начинал, когда не было этого слова wave, ты там что-то писал типа Witch House Beats или как-то там. Witch House Type Beats. Нет, что ты там писал? Future Beats, типа, что-то такое. Да, такое всякое. Самое смешное, но это так, с долей шутки, конечно, было пост-Witch House еще был. Это вообще было. Блин, а пост-Witch House прикольно звучит, по-моему. Что, круче, чем Wave, хочешь сказать? Конкретнее просто, да, типа, ну, не знаю, Wave, как бы, непонятно, короче, что, ну, Wave, вот все вопрос вот к знатокам, типа, есть New Wave, а есть ли Old Wave? Типа, ну, наверное. Почему New Wave? Да, New, который был Wave, потом Old.
Ну, просто вы говорите, что, типа, wave странно, но откуда-то new wave? Типа, есть жанр, который все вроде понимают. New Wave — это же вообще из 80-х прикол. Old Wave сейчас был, когда мы про телефоны ставили. Да. А New Wave — это когда такие всякие новые, свежие группы пошли с нестандартным подходом. Мгм. Всякие там Дюран-Дюран, вот это вот все. Ну да, New Wave это же больше как про обозначение периода времени, а не про название жанра. Ну это как бы просто тоже вот совместилось, как и вот здесь, типа, своим. Вот Да, этим. волна, новая Да. волна. Да. А вы просто волна. Просто Просто волна. Какая-то. А что вот SoundCloud, он реально, приносил, а сейчас он до сих пор работает? Сейчас так же? я вообще не понимаю, что с SoundCloud происходит, потому что, там несколько лет назад еще там выложишь трек, как-то и прослушки шли, и там лайки. Не то чтобы там какие-то бешеные цифры, но, по крайней мере, ты видел, что у тебя есть живая аудитория. По-моему, сколько там, год-два назад же вообще была какая-то ситуация, что они чуть ли не закрылись уже. Собирались. Потом не закрылись, но сейчас у них какие-то уже... Какая-то платная история пошла. То есть они пытаются себя стримингом, судя по всему, сделать. Ну да, у них уже SoundCloud, он, во-первых, и не тот, и, во-вторых, он сейчас похож просто на, типа, аудиохранилище. Да. Ты просто залил трек, и вот если у тебя там нет аудитории, он так и лежит. И вот эти группы, когда убрали, что вообще как бы смысл SoundCloud потерялся в целом. Только там, я не знаю, там надо прям серчить музон, чтобы что-то находить. Так в этом-то и прикол, знаешь, лет 10 назад SoundCloud же это была прям такая штука, особо прошаренные люди там типа сидели, то есть кто-то, так сказать, люди такие обычные, без изысканного вкуса в музыке, они там во ВКонтактике что-то ищут, а вот самые такие эстеты, они там роются просто по глубинам SoundCloud и находят какие-то шедевры, бриллианты. Так и было. Там же вроде какая-то рекомендательная система была. Такая, что ты слушаешь. Я просто помню момент, когда я прям слушал SoundCloud, и я вот не помню, я куда-то кому-то заходил и слушал у него, либо просто я нажимал, и типа у меня просто новые песни. Как радио, типа. Ну да, вот. Нет, там было такое, Там да. точно такое было, да. Вот, То есть один и трек так я находил подслушаешь прикольную и песню. подхватывает дальше. Сейчас я вообще не понимаю. То есть трек туда выкладываешь даже как-то... Как будто до моих подписчиков на SoundCloud он даже не доходит. Либо, возможно, эти люди уже все давным-давно выросли и перестали заниматься вот этим вот поиском особо эстетичного, необычного музла. Там, не знаю, детей завели, ипотеку платят. Какой стриминг ты предпочитаешь? Какой тебе больше нравится именно для личного прослушивания? И какой стриминг для того, чтобы... где тебя лучше слушают и где тебе кажется, что круче? Для личного я Яндекс использую. Хотя в последнее время со всеми этими событиями, конечно, уже задумываешься о переезде на что-то другое. Но вот как подумаю, что надо всю музыку, все вот эти лайки и так далее, библиотеку переносить, так сразу как-то не хочется. Расстраивает просто, что треки многие пропадают сейчас. И порой даже попадется где-нибудь на Ютубе трек какой-то старый, хороший, такой думаешь, вроде же был у меня в лайках, там висел где-то, раньше слушал его, почему нету? В поиск вводишь, его уже нет. Так и так придется переносить. Там скоро еще меньше их станет, мне кажется. Скорее всего, да. Я просто в целом сам уже лет 10 на продукты Яндекса как-то завязался, и поэтому тяжело с этого слезть. А в плане именно музыкальной деятельности, на Spotify, конечно, больше всего идет. То есть... На самом деле, пока Spotify был в России, туда достаточно много тоже наших слушателей перешло. И было где-то пополам, по-моему, в равной степени штатовские ребята слушали и наши. А сколько после ухода ты потерял в доходах? В процентах. Очень странно, в процентах доходов, наверное, может быть, 20%. Не так уж плохо. Да. Я почему говорю странно, потому что если смотреть на графики, вот что там на Spotify, том же самом произошло, по количеству слушателей это там больше, чем в 2 раза вообще все упало. И, возможно, даже и в 3. Во-первых, отрубили всех российских слушателей. Я так понимаю... Теперь это турецкие слушатели. Ну да. Индийские слушатели. Я индийский слушатель теперь.
Я сомневаюсь, что достаточно много людей стало заниматься вот такими всякими вещами. Большинство, я думаю, просто перешли на другой сервис какой-нибудь. Но на других сервисах особо притока тоже я не заметил. Поэтому странно достаточно. Ну, Да, мне кажется, просто там либо в ВК, либо в Яндексе слушают. может быть. Без, как бы, даже не логинятся, наверное. Я надеюсь, он той стороной. Не, все твои. Все нормально. А как, кстати, с плагинами на макбуках? Да все так же. Торренты качать. Найти можно все, да. Но я на самом деле многие, ну не многие, ладно, часть плагинов, которые наиболее активно использую, я их купил по итогу. А какие ты купил? Что я купил? Я купил Serum. Это вообще... Да, ну надо. Я купил Massive. Хотя Massive, кстати, очень давно не пользовался. В последнее время что-то почему-то вот Serum и все. Ну, как будто бы Serum — это более лучшая версия Massive. Так. Ну, не совсем. Они разные, да. Они разные. В Massive этих осцилляторов побольше, как бы. Свои приколюхи. Я имею в виду, что как будто была такая тема, что раньше все такие: о, Massive. Да, потом вышел да, Serum, все такие: о, Serum. Да. Ну, еще я помню раньше, что там этот FM8, по-моему, вот, когда дабстеп был в тренде. Когда, да, все по Скрилексу угорали, все думали, все, мы сейчас скачаем, будем крутить. Я пробовал, не получилось. У меня тоже. У меня получалось в этом, в Цитрусе, короче. Это FL-овский стандарт, это тоже FM-синтезатор, причем очень мощный. И там, типа, есть, по-моему, вообще 6 осцилляторов. То есть там можно вообще лютую ебанистику накрутить. Ну, я тоже, по-моему, в нем что-то пробовал делать, но... Не знаю, раньше, по крайней мере, я помню, вот к этим стандартным плагинам фрутилупсовским все равно было какое-то предосуждение у многих. Ну, причем необоснованное совсем. Да? Потому что, ну, были бы руки из нужного места, как бы накрутить можно где угодно практически. Но, во всяком случае, вот Citrus тот же по функционалу он позволял это сделать. Позволял. Там еще и просто это делать. Там можно даже методом эксперимента все это сделать. Единственное, что надо много автоматизации делать всяких в FL-ке именно. Ну, я как-то пропустил вот этот этап сразу. Там, Massive, потом Serum. Какие-то еще... На первых порах, я помню, Nexus еще, по-моему, очень много использовал. Блин, я недавно такую либу гигантскую спиратил, просто офигеть. И там столько звуков, вообще кайф. Просто запишись битов не хочу. Какие еще есть культовые знаковые плагины такие, которые часто используются в Wave? Недалеко? Нормально. Я за всех на самом деле не могу говорить, потому что я подробностей не знаю, как кто что использует. Ну, там у пары человек, может быть, только смотрел проектики. Ну, лично я, на самом деле, вот, по-моему, Shimmer — это прям вот вообще основное, что помогает, потому что у меня в музыке-то все-таки много... Деньги пришли. Перепишем нахер все. Да, не, правильно. У меня в музыке в основном там мелодические всякие линии — это сэмплы вокальные. И тут-то как раз-таки Shimmer очень сильно спасает. Потому что если убрать все вот эти обработки, дилеи, ревербераторы, получается достаточно странные звуки какие-то. А тут сразу у тебя любой вокал в то же время и пэдом становится, и как-то атмосферка нагнетается. Вот, кстати, вопрос. Что ты сэмплишь? Откуда ты берешь, если по хитам твоим основным пройтись, откуда взяты вокс-сэмплы? Ну, я бы на самом деле не хотел бы прям называть песню, потому что потом это прилетит еще что-нибудь. Да. Ну, какой-нибудь, там... Может, есть, что можешь назвать? Не знаю, если Delirium взять, например, то это вообще группа Garbage. Garbage? Да. И что за трек? Ну, это уже пусть догадаются люди. Там несложно определить, на самом деле. То есть, ты берешь без авторских прав, где-то просто срезаешь. Как сказать, да, раньше резал прям много, то есть там акапелки можно найти. Так у тебя там сэмплик обычно длится типа секунду. Так в том-то и прикол. Я всегда стремился как-то взять сэмпл и его извратить настолько, чтобы так вот сходу и не догадаться. Так и надо же, круто же так. Как бы у меня такой подход.
я знаю даже там в вейв-музыке, например, многие любят просто брать какие-то вокальные партии, прям не меняя их как есть. Ну, то есть это, по сути, скорее даже ремикс как будто бы получается на песню, но выходит как отдельный трек. Потом прилетают им страйки. Ну да. От лейблов. Насколько я знаю, ну вот, например, у Скеллера мне трек нравится «Токио». Но там же тоже просто целиком акапелла, и под нее как бы новый минус написан. И, по-моему, сначала он вышел у него просто как его трек, а через какое-то время он в авторах пришлось указать еще и певицу, которая изначально этот трек сделала. Ну, по-моему, все справедливо. Ну ничего да. такого. Ну, если ты прям целые куски сэмплишь. Ну, тут вопрос в том, где вот та грань, где та грань допустимого. 10 секунд или 6? Не, ну тут же секунды речь 4. не про секунды, а про то, насколько ты творчески этот сэмпл использовал. Да, слушай, ну сэмпл, есть же паки звуков, лупов и так далее. Это же тоже где-то срезанное, где-то кто-то записал. Ну, и там-то их все равно чистят юридически. Это как чел, который сделал, какой-то школьник сделал бит Янг Тагу, очень известный чел. Ну, знаешь такого? Янг Таг. И он, нет, подожди, знаю. Он просто взял, типа, луп из кашемира и сделал барики, то есть на готовый луп. Ну, и все, видишь, и типа что он такого? овер много денег с этого заработал. Ну, это же знаешь, как в этом у Рианы Umbrella. Там же вот этот бит барабанный, это, по-моему, из этого... Это даже не из Logic, это из гараж-бенда, по-моему, стандартный луп просто, да. У Янглина. Oreo Milkshake. Да, Там- вообще целиком взял. Там же целиком просто вот мелодический луп из Vengeance или из чего-то такого. Timbaland, там с ним было пара скандалов, когда он чиптюн треки, короче, сэмплил, типа, целиком. И там... он По-моему, тот же сэмпл, что у Crystal Castles был как раз Да, таки да, на первом да. альбоме. Что-то Acid Jazz Evening, по-моему, трек назывался, что-то такое. Но при этом у Crystal Castles, по-моему, тоже это не оригинал, а оригинал какой-то вообще демосценерский Да. трек. То есть там длинная цепочка. И опять к чиптюну приходим, вот видишь, Да, как. все дороги ведут в Да. чиптюн. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Ты можешь про название спросить, вот это Про животрепещущий вопрос вечный. Как придумал свое Да, название? что это так, что за чврн? В честь шкафа назвал проект. Так нет, я же не в честь шкафа назвал. Я назвал в честь города. Слушай, это мы уже все? Потому что херня какая-то. Я угораю. Не, ну это мы оставим. Да, Чарн — это же город из Хроник Нарнии, правильно? Да. И ты им вдохновившись Да назвал? нет, это на самом деле прям вот звучит даже как-то, знаешь, это Вдохновился очень городом. пафосно, Вдохновился глубокомысленно. городом Нет. из Нарнии. На самом деле я первый трек написал, когда закончил. На самом деле, когда я побывал там первый раз, меня так он впечатлил. Ну, если считать, что в детстве читал книжку, то, наверное, можно и так сказать, да, понимаешь, как бы, что потом же я вспомнил про него каким-то образом. Нет, я первый трек, когда написал, я обычно треки называю, просто вот какая-то ассоциация первая придет в голову. Ну, первая ассоциация обычно идет в название демки или проекта, но там часто совсем какие-то несуразные названия, поэтому я, когда его заканчиваю, я думаю над второй ассоциацией, когда вот уже полная картина есть целиком. Я обычно так и называю просто. И вот я первый трек этот дописал, когда это Cold Sun был. Вот почему-то вспомнился мне просто вот книжка, это вспомнилась город этот. Я такой думаю, ну проект-то надо как-то назвать. Открыл книжку, как там этот город назывался? Ну, Чарн, ну, типа, нормально, типа. Нормально. Для чего-то около вичхаусного, как будто, типа, и сойдет. Ну да. Полез сразу же проверять, есть ли артист с таким названием какой-нибудь. Оказалось, что есть какая-то, по-моему, то ли бразильская, то ли мексиканская рок-группа или метал-группа. А я хотел просто, ну, через A назвать по-нормальному, чтобы можно было прочитать и все. Стал думать, что, ну, потому что название мне понравилось, захотелось использовать. Думаю, ну, можно, наверное, какой-нибудь там треугольничек поставить, еще что-нибудь. А вы знали, ну вот, можно использовать вот это, но нельзя запятые в нике. А Тайлер The Creator? У него запятая? Тайлер The Creator. Там нет запятой, по-моему. Нет запятой, да. Ну, вообще пишется Тайлер, запятая, The Creator. Сейчас, подожди. Посмотри. Потому что точки можно, а вот запятые нельзя. Вот. Я, причем, кстати, даже не уверен, есть ли такое правило в английском языке.
Чтобы в коллабы можно было прописывать. Да. Ну вот, да. Сосадбы. Так, а на площадках? Открой, ну, на любой... Ну, окей, Открой но на площадку. площадке. Блять, сейчас. Да не, вы что, можно запятые Да, по-любому. конечно, нельзя, ты чё? Это будет как будто два артиста, потому что тогда... Ну, хуй знает, ладно. Не, ну, кстати, так мог и договориться. Сосадбы! Но это особый случай, это особый случай. Ну, реально особый случай. Вот, вообще. Обложки без надписи Да. не разрешать. Чего? Полуновная группа, тоже запятые. Ну, возможно, это давно. Ну, типа, сейчас такое бы уже не пропустили. Типа, сейчас же есть всякие этим... А, нифига себе, не ноунейм они вообще. От Apple Music требования к обложкам, и они постоянно усиливаются. То есть нельзя, например, на обложках, чтобы был текст, который не совпадает с метаданными трека. Да, это тоже. Вот, есть. причем, ну, раньше там челы писали, что хотят, вообще, что угодно, а сейчас уже такое не пропускают, поэтому, ну вот, нужно смотреть в текущих реалиях. Ну и, в общем, выбрал такой вариант названия. Потом, конечно, через какое-то время аукнулось немножечко, потому что все вообще начали писать, ну не все, но очень много людей. Как это вообще читается? Что это? Чвырн? Чвырн? Шеврон? Шеврон. Чё? Шеврон тоже было? Да, много кто так думал. Шеврон. Ну, это, знаешь, без гласных, когда вот пишут тоже. Черт сейчас. Да. Да, потом еще внезапно выяснилось, что это же вместо «ю» еще «ви» пишут на какой-то там древнеримский манер. Ну, то есть там столько вариантов. Но в то же время зато в плане поиска-то как раз-таки я не прогадал. То есть вводишь эти 5 букв, находит вообще моментально меня сразу. Ну, это здорово, это самое главное, мне кажется, потому что так теряются там 50% слушателей. Я помню, был момент, когда то ли твои треки переименовывали в Чочес, то ли... Да, там вообще что-то странное какие-то было. люди на угарах жестко. Да. Плюс еще было такое, что я не знаю, с чем это связано. То ли люди подумали, что это как бы не название исполнителя, а просто, может быть, ну, я даже не знаю, к чему отнести, к жанру, просто к атмосфере определенной музыки. И куча вот, ну, подобной атмосферы треков в ВК какие-то непонятные люди подписывали мной зачем-то. Блин, а помнишь еще какая-то повальная мода была на то, чтобы брать твои биты и читать на них рэп? Ну, не то, что повальная. Там, я помню, куча треков было. Да. Все рофельные Да. очень. Больше всего мне понравился один трек, где были такие слова: «Хитрая цаца, хочешь ебаться». Хорошо. А под какой трек это было? Под Fumes. Под хаусец? Да, он хаусовый. А переименовывали треки типа других вейверов и называли твоим именем? Нет, такого не было. Что переименовывали? Нет. Ну, группа Чочес есть такая, у них типа название с виду схожие. Да. Типа. Ну, первые 3 буквы одинаковые. Да. И я не знаю, И они тоже капсом пишутся. либо кто-то по угару, либо кто-то реально типа не выкупает, да, типа скачал откуда там треков «Зайцев нет» и потом переименовал. Ну, 3 буквы одинаковые, наверное, одно и Похуй то типа, же. да. Чё там? А было такое, что вот рэперки какие-то на площадке прям заливали? Было. И как? Ну как, так, поругались немножечко. Причем там человек даже такой пост сделал. Ну как это было вообще? Сижу, своими делами занимаюсь, никого не трогаю. Приходит сообщение от человека. Присылает мне трек. Он говорит, типа, йоу, спасибо там за вдохновение, респект. Включаю. Там под Колцан рэп какой-то читается. Вот. Нахожу потом паблик этого человека, тоже смотрю, а там причем паблик у него крупный достаточно. Этот человек, по-моему, не из Москвы был, там не из Питера, где-то в сторону Урала. Вот. Но у него там достаточно такое большое комьюнити вообще свое было. И по цифрам даже там паблик был там раза в 2 больше, чем мой. Ну, для человека нормально это было. Как бы, вот. Я ему написал, что вообще-то разрешение надо спрашивать там сначала. Хотя он именно выкладывал его на площадке? Ну, сначала я подумал, что это просто в ВК. У меня был когда-то период давно, я прям остро реагировал, из ВК даже удалял это все. Когда еще в ВК не было
музыки официальной, платной, можно было в поддержку написать, как бы все равно там аудиозапись удалили. Потом в какой-то неприятно момент... же. Да, ну а потом в какой-то момент я понял, как бы, что нервы из-за этого тратить. В любом случае, если это происходит, это и будет происходить. Да, типа... да. Но вот с этим человеком-то круче было, потому что я как раз-таки из ВК, по-моему, изъял. Вот это его все комьюнити налетело на мой паблик. Да, а он еще какой-то серьезный пост такой сделал, что, мол, вот там я всегда считал, что творчество человека, оно как бы это как ребенок, которого надо отпустить в какой-то момент. Ну вот есть люди, которые плоды своего труда опекают, как вот мамы там типа мужиков некоторых до 30 лет с ложечки кормят, вот они также заботятся о своих вот этих треках, хотя надо типа отпустить и забыть. Ну какой-то бред вот в этом ключе. Но это ладно, как бы там налетели. У меня тоже знакомые ребята увидели это, я их как бы не просил. Но все равно есть такая категория друзей интернет-воинов, которые в ответ туда набежали. Было достаточно весело. При этом у человека этого вышла даже эпиха целая, на котором был вот этот трек. И я послушал другие, смотрю, а там другие вейверы зарубежные, их треки тоже использованы. Я ему спрашиваю, а вот у этого ты спросил? Он такой говорит, я ему на почту типа написал, он мне не ответил, типа. Молчание, знак согласия. Да, логика великолепная. Я причем сразу же связался с этим музыкантом, другой трек, на бит которого был сделан. Он мне на почту ответил вообще в тот же день, сказал, спасибо за наводку, сейчас типа разберусь и все удалю. Ну и самое печальное-то в этом было то, что в итоге я обнаружил эти треки на площадках. Вот. Ну, я шустренько через описание, по-моему, на Ютубе обнаружил, что это все через Distrokid сделано было. И я прям в Distrokid написал. То есть не пришлось писать отдельно в каждый стриминг. Я просто сразу в Distrokid написал, так и так. Тут вот. Они типа не чекают, совпадения? У тебя же тоже треки на площадке. Вот странно. Я не знаю. По идее же, тот же YouTube же Content ID определяет. Прекрасно. Почему там же, наверное, было вступление какое-то, которое мэчится. Да, почему они... Мне почему-то кажется, они просто это? с этим не хотят запариваться. Возможно. Типа, если ты достаточно крупный артист, понятно, что будут там отвечать, то есть им выгодно. Но если ты как бы не очень крупный, то нафиг им это надо. Сколько таких ситуаций это вообще происходит? Очень много. Смотри, просто тут как бы еще вина дистрибьютора, потому что вот через что я гружусь, вот там это Speed Digital, то есть это OneRPM тоже, Believe, и сразу они, если что-то мэчится, какой-то бит, какой-то даже там биты в лизинг, они сразу такие, типа, есть договор, есть ли какие-то документы. То есть там они даже не пропускают, если что-то. Но Believe в этом плане более серьезная, мне кажется, контора. То есть он же все равно не на такой широкий круг артистов рассчитан. А Distrokid это же прям вот вещь, в которую там любой человек регистрируется. Я от кого-то слышал. Масс-маркет. Не от тебя ли, Паша, я слышал, что Distrokid это дочерка Spotify. Ты говорил? Даже так. Я так понимаю, изначально он не был. Как обычно бывает, какой-то проект раскручивается, потом крупные игроки под себя подминают просто и все. И в итоге все снесли? Да, снесли. А человек мне этот написал, что такая формулировка мне понравилась, что, мол, я вижу у тебя типа концерт там в Москве будет там такого-то числа. Зайду пообщаться с тобой. Но не зашел. А что за чел? Насколько крупный у него паблик был? 1013. Ты сейчас не работаешь. Да. Дармоед, получается. Тунеядец. Тунеядец. Творческий интеллигент. Расскажи, чем ты занимался до того, как вот музыка начала тебе приносить доход полноценный. То есть, когда проект начинался только, то есть там какой 14-й год, тогда я учился еще в институте. Учился на программиста. В целом, на самом деле, в тот момент были вообще большие сомнения, буду ли я тем самым программистом и так далее. Вообще, такой период, мне кажется, у многих, наверное, молодых людей, вот, которые в высшее учебное заведение поступают, потом курсу ко второму, третьему такие понимают, что, меня здесь, походу, профессии-то не научат нифига. Вот.
И, наверное, даже с этим периодом как-то и связано вот настроение, мне кажется, тех треков первых. Какая-то такая вот неопределенность серьезная. Но по итогу закончил я, когда эту всю историю там в 2016 году. На удивление быстро и работу нашел, и все. И потом я 5 лет... Чем я занимался? Программистом был. Ну, Я думал, ты про Mac расскажешь. Фронтенд. Про что? Про Mac. Про Mac? Блин, ну Mac, ты считаешь, это прям такая история? Ну, прикольно, типа, это как работал в начинал Mac'е? снизу, да. Да, слушай, 2 месяца я там поработал в 2015 году. Ну, все равно, надо вообще говорить, да, блин, я до музыки вообще работал в Макдональдс. Да, там. Слушай, я вот в 2015 году ходил по квартирам, продавал интернет. Ну, нормально. Ну, все, там недели полторы, но... не хватило. Самая экзотическая профессия все-таки у Никиты была у нас здесь. Это да. Разносчик говна. Я не разносчик говна, я забиратель говна. Короче, я забирал анализы из клиник. И, ну, то есть там сдают анализ, там, кровь, моча. Надо, ну, типа, это все собрать и привезти в лабораторию. Вот это была моя работа. Еще иногда ездил за спермой. Очень угарно, когда ты, типа, сидишь, ну, типа, и чел заходит такой, там, знаешь, 5 женщин вот этих на ресепшене, и я такой сижу, такой, типа, давай, чувак, поторапливайся. Он так, там люди вообще, они выходили, просто вот так вот смотрели, как, знаешь, как будто их только что запугали жестко. Вот, и ты с этим, блядь, спермобаком едешь через весь город, и тебе надо успеть за час доехать, потому что если сперма остынет, то тебе придется заново ехать за ней. Потому что ситуация, когда ты реально спермобак. А ты как девчонкам говорил, типа, сейчас я за спермой сгоняю, и после увидимся. Я так и говорил, все почему-то угорают с этой работы, типа, никто не говорил, фу, нахуй. Да а что такого? Ну да, мне кажется, тоже угар. Не, я в Маке сколько? 2 месяца поработал, по-моему, в конце 2015 года как раз-таки. Ну, я устроился на ночь работать. Там есть такие бригады, которые к открытию подготавливают ресторан. То есть ребята приходят где-то там в районе полуночи и начинают, вот, причем еще там ребята, которые на кухне работают в зале, они еще заканчивают смену, а вот вы уже берете и начинаете потихоньку все отмывать там. То есть надо всю кухню помыть, зал весь помыть, туалеты помыть, очистить все эти там холодильники, гриль почистить, вот это все. Мусор вынести, потом утрамбовать. Жесть. Ну, вот это где-то ты во сколько? В полночь приходишь, уходишь под открытие, там часов 7-8 оттуда. Ну, платили, кстати, для студентов вполне себе хорошая тема была. Единственное, что ночь не спишь. Ну, на поздних курсах и так на пары особо не ходишь на самом деле. Поэтому... Я 2 месяца там поработал, и как раз... Я бы, наверное, дольше поработал бы уже. Но тогда я как раз залил на площадке музыку. И вот после 2 месяцев работы в Макдональдсе начали первые деньги какие-то с музыки приходить. Как раз, наверное, сопоставимые с тем, что в Макдональдсе можно было получить. Так, нафига мне 8 часов работать, если я могу написать несколько треков? Да. И они уже написаны, ему просто капало, типа. Ну, типа новых треков, чтобы выпускать. Круто. Но тогда еще как бы прям жить полноценно на эти деньги нельзя было. Ну, я тогда еще там с мамой жил, там все вот это. Не совсем самостоятельный человек был. Я помню еще, когда я на площадке, я же вообще не заливал годами просто, типа, музон. И я помню, мы там что-то с тобой общаемся, в году в 15-м такой, ну вот, там что-то с музла 50 баксов капать. Я такой, круто, чувак. Там, ты там в 18-м году, ну вот, что-то там 100, там 200 баксов капать. Я такой, круто, чувак. Потом в 19-м году приходишь такой, ну вот, 1200. Я такой, сколько? Что? Можно на этом зарабатывать? Я так охерел вообще. Вот Юрий Дути плавно заходит в это помещение. Спалили тебя. А что? Ну, я же не буду говорить, сколько ты сейчас зарабатываешь. Ой, сейчас там уже 10-20 тысяч. Нет, я же не к этому говорил. Что? Да, блин. Твои деньги, твое дело, чувак. Нам вообще похуй. Ту-ду-ду. Да нет, там на самом деле никакой секретной информации-то нет в этом. Ну, в том плане, что есть, если ввести в Google запрос, сколько зарабатывают
там, музыканты. Есть же цифры, сколько там со стрима на Spotify, например, примерно капает. Ну, любой человек может зайти и посмотреть количество прослушиваний на стриминге. Ну, там не прослушивание, Слушатели. да. Но если у тебя есть Spotify Artist, там можно посмотреть и количество прослушиваний. Вообще, Ну да, там но за нет у каждым. тебя Spotify for Artists этого человека. Типа, Там потому есть- что не посмотришь чужие Ты прослушивания. можешь смотреть чужие прослушивания. Как? Там Ну, как- вводишь имя, сравнивая статистику. Ты не можешь смотреть конкретные цифры, ты можешь на графике смотреть и посмотреть, сколько там примерно. Ну, цифры примерные, кстати, они не примерные. Там просто... Там просто Там интерфейс такой немножко нельзя дурацкий, кликнуть да. на число, Да, короче. да, Вот в этом да. прикол. А так ты можешь, типа, там есть такая функция, как сравнить себя с другим артистом. Да. И через нее ты можешь смотреть. Нифига. Но даже если у тебя нет данных по прослушиваниям, ну, все равно вот у тебя есть данные по слушателям. Ну, каждый из них как минимум один раз послушал. Ну, это да. То есть ты какую-то нижнюю границу можешь определить все равно. Но есть же не только Spotify. Кстати, с какой площадки больше получаешь? Ну, наверное, со Spotify. Spotify, да, естественно. конечно. Но в каком сравнении остальные идут? Не следил за такой аналитикой? Я думаю, больше всего все-таки... Наверное, может быть, Apple Music там на втором месте как-то идет. Яндекс мне трудно оценивать. По нему выплаты идут там поквартально у меня, потому что туда какое-то время Дистрокид, по-моему, туда отгружал, как случилось вот все то, что случилось с нами последний год. Естественно, все эти агрегаторы перестали доставлять на Яндекс, в ВК. В ВК и так, кстати, не особо много кто грузил. А ты через Дистрокид грузишься? Да. Гружусь, на основные площадки, на Spotify, на Apple и так далее. Там что еще? Amazon, Deezer. Это все через Дистрокид идет. А на российские площадки сейчас через Believe. Догружаешь. Ну и плюс последние треки, часть из них как раз через наш замечательный лейбл Imminent. Целиком через Believe тоже идут. Ну да, круто. Ну, удобно. Блин, осталось всего несколько дистрибьюторов, которые работают с российскими площадками. Надо за них держаться. Ну да, и слава богу, они охуевать не начали. Это могли да. бы и не надо, пожалуйста. Но могли бы и подохуеть. Конечно. Хорошо, что этого не сделали. Ну вот, кстати, российская аудитория, по-моему, помимо Яндекса, очень много ее в Apple Music тоже. Ну, вот во время, когда Spotify был, там был Spotify прям лидировал. Там прям хорошо было. А сейчас, Вообще, как только у нас появился, прям вот так вот. Да, ВК, Яндекс. Ну вот остальные все площадки, они вот прям супер внизу. С Ютуба слушают. Да. С Очень Ютуба, много. кстати, нормально так может денег-то капать на самом деле. Причем Вопрос, где у слушают. тебя типа завирусил. Ну, то есть, мне кажется, Spotify и YouTube — это вот основные денежные источники. О, знаешь что? Нам надо передать привет бару Лестер. Да. Кирилл, Игорь, Аня, Айвар и Света. Привет. Лестер, топовый бар, Ленина 25. Заходите. Можете нас там иногда встретить. Мы прям как нашли, радуемся каждый день практически, что нашли. Как еще раз? Лестер. Лестер? Чего нам так нравится? Ленина стрит-бар. Я вчера бухоем Лестер. пообещал это сказать. А ты вообще питерский? Да, я питерский. Как вы с Никитосом познакомились? Ну это все вот как раз через эту 8-битную тусовку произошло. Какой там это год был? 10-й, наверное, 11-й? 11-й. Да, 11-й. Я только в Питер собирался переезжать, короче. Да. Я его заебывал. Я его, типа, года 2 заебывал. Он говорит, что он меня вообще недолюбливал жестко. Я просто ему написывал со всякой хуйней. Ну, это вообще, мне кажется, со многими людьми у тебя Ну, такая да, история. Да. Но они потом понимают, что я мега пиздатый. И становится все охуенно. Я тогда, по-моему, какие-то вот в этом 8-битном жанре первые треки сделал, а Никита эту всю тематику тоже любил, слушал активно. И он переехал в Питер учиться. Так не, я тогда писал тоже. Я да. раньше тебя начал, по-моему, чиптюн писать именно. Да. С 2010 Ну, у тебя же все-таки была более роковая какая-то У меня там история. был рок с 8-биткой. Да. Потом Nintendo корчик. Я в Питер переехал, начали общаться там. Я еще тусу устраивал, помню. Ну, это уже позже. Это было. позже, да. Тоже чиптюновская. Пришло 70 человек, кстати. Вообще Нифига. охуенно. Типа для чела, который вообще нахуй никто. И для меня это было событие, пиздец.
Ты это как-то пиарил, ну, в сообществах чиптюна, видимо. Да, просто закидываешь, типа все, просто там пара человек вступила в группу, и все знакомых привели, и все. То есть раньше это прям как Тогда будто людям нравилось. там же типа. вообще вся эта тусовка была такая, ну, сарафанное радио просто работало. Мы, кстати, даже так и не сказали, как проект мой назывался. Reboot me. А может, ебут me? Да, это была прям первая шутка, которую... Бля, Которая я напрашивалась. помню, я же реально ее пошутил. Не, Это нихуя, годы идут, ничего не меняется, блядь. Ну, Так причем она не от тебя даже была. Да? Мне кажется, первый, кто ее пошутил, это я вообще был. Так, а что, ну все? Не знаю. Подумай еще, может быть. Про музыку как будто не особо много что-то говорили. Да, что там говорить? Да это нахуя? Ну ладно, чё, погнал. да, Давай! Спасибо, Всё, что пришел. спасибо за подкаст. Давай. Что, на этом подкаст Аркадия подходит к концу. Слушайте музыку Чарна, Блин, ты так официально всегда делаешь. Фанкса, Фанксов. Нас двое. А, вас двое. Где Нас второй? двое. Где второй в реально? Вологде сидит, кайфует. Ну, поэтому Фанкса одного, вот. Один тут сидит. Нормально. Фанк, получается. Сука, короче, спасибо, что пришел. Все, Спасибо, что позвали. Да, Благодарю. пивка еще выпьем в Лепстер-бар. Хорошая идея. Да. А, мы тебе на духу судим. Потом может быть.